Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. В сегодняшней истории природа будет тесно переплетаться с мифологией и воображением. Мы же живем в век сплошного экшена. А в чем секрет хорошего блокбастера? Конечно же, в персонажах два героя – протагонист и антагонист, инь и янь. И зачастую в рейтингах зрителей именно злодеи по популярности обскакивают своих главных положительных героев. Так вот, наша сегодняшняя героиня легко взяла бы Оскар за лучшую роль антагониста, ведь все при ней: стиль, мощь, грация, ум, оружие и легендарное имя. Встречайте Гарпию, грозу всех обезьян и по совместительству ястреба. Почему? Да потому что гарпии не орлы. Они относятся к отряду ястребиных. Ястребиные повадки у гарпии проявляются в очень многом. Короткие и округлые крылья и длинный хвост помогают красиво и элегантно маневрировать среди тропических деревьев. Как и другие ястребы, гарпии не атакуют с воздуха, а нападают из засады. Причем могут часами сидеть неподвижно, изображая чучело самих себя. Ну и манера убивать у них типично ястребиная. Они не просто животинку за горло душат, они ей трахею вырывают. Но не чтобы подольше полюбоваться мучениями несчастной жертвы. Нет, все ради потомства, чтобы до любимого дитятки добыча тепленькая дошла и полуживой. И пусть малыш тренируется. Все ястребиные делятся на несколько подсемейств, в основном по морфологическим признакам. Под именем гарпия скрывается всего 4 вида. Гвианская гарпия – редкая птичка, обитающая в Южной Америке. Ареал гвианской гарпии частично перекрывается с ареалом менее редкой южноамериканской гарпии, которая, вероятно, является ее близким родственником. Новогвинейская гарпия – очень крупный птиц, обладающий характерным для большинства гарпий небольшим хохолком на голове и развитым лицевым диском. Обитает, согласно названию, в Новой Гвинее. Филиппинская гарпия, она же гарпия-обезьяноед, очень редкая штучка, которая предпочитает меню из подобных нам приматов, как и южноамериканская гарпия. На них стоит остановиться поподробнее, что на Филиппинах, что в Южной Америке эти птицы поражают своим масштабом. Длина тела гарпии достигает 110 сантиметров, а размах крыльев 2 метра. А более массивные и тяжелые, чем самцы, самочки могут весить до 9 килограммов, что очень много для существа, которое еще и летает. В общем, гарпия – это самая тяжелая летающая хищная птица. Как любой уважающий себя суперзлодей, одета гарпия в стильный наряд: белый перед, черный зад, бело-серая голова, хохолок на голове с перьевыми рожками, бездонные черные глазища и желтые лапки. Лапы, кстати, чрезвычайно большие и мощные, способные выдержать большую нагрузку. Ведь приматы частенько бывают толстенькие, а пальцы гарпии вооружены длинными черными когтями 12 сантиметров в длину. Как вы поняли, гарпия – это сверххищник, которая с честью и полным основанием на это носит гордое название. Обитает наша красавица там, где живет много-много диких обезьян. И благодаря нашей гости их завидной регулярностью становится немножко меньше, так же как и ленивцев, опоссумов, насух, древесных дикобразов, птиц и даже домашних животных типа собак и овец. Кстати, ролики обо всех вышеперечисленных жертвах
есть на канале в плейлисте «Животные Америки». К потомству у гарпий, как и у многих злодеев, отношение весьма трепетное. Продолжение рода как-никак. Как и многие хищные птицы, гарпии моногамны. Они хранят верность единственному партнеру и строят основательные многоэтажные дворцы на вершинах тропических деревьев. Однако детей в них выводят всего по одному, и даже не каждый год. Это своеобразная обратная сторона у высшего звена пищевой цепи. Хищников не должно быть слишком много, поэтому размножаются гарпии без спешки, растя из единственного отпрыска истинного представителя золотой молодежи с пониманием всех масштабов родительского влияния. Инфантильный птенец к 10 месяцам уже вполне способен жить самостоятельно, но съезжает от родителей значительно позже, продолжая сидеть на родительской шее. Количество гарпий постоянно уменьшается. Меньше леса, меньше гарпий. Вы же знаете, какой ад творится в Бразилии с вырубкой лесов. Радует, что у южноамериканских гарпий все не настолько плохо, как у еще одного нашего персонажа, которого гарпии назвали скорее из-за схожести габаритов. Речь о филиппинской гарпии или филиппинском обезьяноеде, он же филиппинский орел. Орел-обезьяноед или гарпия-обезьяноед – одна из самых редких, крупных и сильных птиц в мире. И это уже вообще чудо природы. Эндемик Филиппин редок, как солнечное затмение, и относится к подсемейству змееядов. И если южноамериканская гарпия выглядит вполне интеллигентно, то филиппинец напоминает безумного профессора после взрыва в лаборатории. Для местного населения убийство этой птицы карается смертной казнью, поскольку их осталось всего около 300 особей. Как у любого безумного ученого, у этой чумовой птички есть своя неразгаданная тайна. Питается она в основном шерстокрылами. Это гибрид обезьяны, лемура, летучей мыши и белки-летяги. Про него тоже есть ролик. Но шерстокрылы – это ночные животинки, а гарпии-обезьяноеды – дневные. Возникает вопрос, как они это делают? Секрет. Исчезают филиппинские гарпии, во всяком случае не из-за доедания. Просто вовремя не ограничили их отлов и отстрел, а размножаются они с той же охотой, что и американские собратья, то есть очень медленно, а продолжительность жизни филиппинской гарпии достигает 60 лет против 30 лет южноамериканской. Какова же мораль сей басни? Для баланса и гармонии в этом мире, к сожалению, нужны не только положительные, но и отрицательные персонажи. А какая гарпия больше всего понравилась вам? Южноамериканская или филиппинская? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!